Добрый вечер, Фуат Тагиевич. Мы с вами Добрый сегодня вечер. обсуждаем главу ТЦВ. Ну и, как всегда, начинаем с того, что вас остановило, что посчиталось в этот раз особенно интересным. Ну Ваше вот, мнение. опять же, всегда, когда я читал эту главу, здесь же есть колоссальное количество таких деталей, ну, их можно было бы назвать техническими, да? Вот какая одежда должна быть у священников, какие жертвы надо приносить, когда посвящение, так сказать, священников, первосвященников бывает, да? Какие одежды должны быть у сыновей. Ну, в общем, много таких технических деталей. И я вот, значит, скажу честно, что давно я перелистывал эти страницы. Ну, понимаете, я же в этом мало что понимаю, так сказать, поэтому, ну, какие-то технические детали. А вот последние годы у меня, знаете, я начал вот искать смыслы, да, вот в этих самых. Конечно, какой-нибудь другой человек, может быть, найдет другие смыслы, да, но я вот хочу здесь два слова сказать, как раз, значит, 28, 28 глава, пасуки с 9 по 12, да, вот что там описывается, давайте я даже зачитаю, я когда, прошу прощения, когда я это читал, вы знаете, у меня как-то совсем вот иное восприятие этого было. Вот давайте сейчас прочитаю. Так, где это у нас? А, вот. Это значит, речь идет об одежде. Для Аарона, прошу прощения, вот, для Аарона, значит, смотрите, и возьми два камня, это 9-й пасук, Да, да. да, лазоревых, да, и вырежь на них имена сынов Израиля. И вот я подумал, понимаете, это же ведь самая большая, самый большой сигнал для единения народа, понимаете? То есть не просто мы говорим колено Израиля и так далее, а первосвященник на груди носит камни, на которых эти колена выписаны. И это и есть, так сказать, вот это самое единение. Вот мы все вместе. Понимаете? Вот это вот вещь, которая, значит, вот при чтении мне пришла в голову. Вот первая вещь, значит. Так. И вторая вещь. Когда я уже закончил эту главу читать, но это я говорю, это не сейчас даже, это еще раньше. Вы знаете, вот описываются очень сложные процедуры, да, вот они же очень непростые. Во-первых, там вот это изготовление всего этого, процедуру, посвященную жертвоприношению, последовательность этих процедур, да, потом а, какие бараны должны быть, понимаете, вот все это, если, так сказать, сложить, это на самом деле, понимаете, для меня, я когда вот все это закончил, это читать, это было года 3 назад, наверное. Как я еще раз говорю, что раньше я так, ну, пролистывал это, понимаете, технические сложности, которые, казалось бы, от меня очень далеко. Да? Вот смотрите, эти сложные процедуры на самом деле для того, чтобы их правильно реализовать, причем я еще раз говорю, процедуры самые разные, и одежда, и жертвоприношение, там жертвенник и так далее, да? А для того, чтобы их реализовать, эти сложные процедуры, необходимы знания.
образование нужно. И их же еще надо поддерживать, понимаете, это же не одноразовая вещь, когда можно сказать, ну ладно, так сказать, сделали и забыли. Нет, это постоянная вещь. А стало быть, значит, что, к чему нас Тора учит вот здесь, и что нам предписывает? Она предписывает нам повышать свои знания, свой уровень образования, понимаете? Для того, чтобы вот каждый раз, когда мы все это вот, читаем, видим и так далее, ну, сейчас мы не видим, храма нет, значит, чтобы мы, как бы сказать, соответствовали этому, понимаете, чтобы и здесь, что очень важно, это не инструкция только для отдельной части людей на самом деле, для первосвященников, это инструкция для всех нас. А нам без глубокого проникновения, без поддержки своего уровня образования, знаний, это все равно будет, так сказать, далеко от нас, понимаете. Вот чему нас Тора учит. Спасибо, Рэбе. Вот такие два замечания. Понятно. Давно тоже меня заинтересовал как раз камни, на которых написаны имена народа Израиля. И в голову пришла такая мысль, что здесь написана технология, как нужно написать эти имена. Как делает это 11-й пасук? Как это делает резчик по камню, вырезая буквы на печати. Как на печати, да. Как на печати. Печать прокатывалась по глине, и оставалась какая-то надпись, оставалось какое-то изображение. Это было очень распространенное, так подписывались люди. Но ключевое слово для меня тогда было «печать», потому что на печати нужно вырезать в обратном направлении. Ну да, конечно. Иначе при печатании будет абракадабра. Но Развернет. Да. если так, как делает печатный дел мастер, если написать эти имена, то кто их тогда читает, эти имена? И такая картина в голове всплыла. Аарон заходил в святая святых, где стоял ковчег, окованный золотом. Золото работало как зеркало. Если просто здесь, то он не может даже посмотреть, если на плече этот камень. Но если он стоит и служит в этот момент, он вопрошает Бога с помощью Урим и Тумим, он стоит возле золотого ковчега, и там отражается он сам и камни, на которых впрямую теперь правильно написаны имена народа Израиля. Это возможный вариант, возможный. Но самое главное, и комментаторы в этом сходятся. Вы говорите о единении народа. То, что, так сказать, 6 колен, они закреплены в одежде, и всегда, глядя на него, человек понимает, что он на одном плече или он на другом плече, но это он. Там написано его имя, то есть имя его предка, им название его колена, и, конечно, он чувствует гордость, потому что это богослужение, в котором он участвует, через имя он участвует. Мы же часто говорим «Ашем», это одно из имен Бога, Ашем, то самое имя, вот мое имя, вот его большое имя, и это мой представитель. И мое имя сейчас разговаривает и служит Всевышнему. Конечно, гордость огромная, и, конечно, это большое единение. Единение, я имею в виду, люди начинают чувствовать, что они рядом написаны. Это очень красиво, хороший, красивый образ. Но наши комментаторы обращают внимание, что в костюме священника написаны имена Израиля, и задаются вопросом, зачем на этом костюме можно было написать на табличке,
которая была бы в храме. Можно было бы написать на каких-то предметах, которые были бы в храме. Зачем на костюме священника? Теперь ключевое слово на его, на священническом костюме написано имена Израиля. Мне это очень нравится, и это, честно говоря, проблема в некоторых случаях и сегодняшнего дня. Я сейчас говорю о руководителях. Я сейчас говорю о тем, кто вместо священников. У нас священников сейчас, работающих священников нет, но так или иначе, будь то раввин, будь то кантор, будь то председатель общины, Фат Ильич, это вообще не про вас. Вы Да. у нас замечательный председатель общины. Но поверьте моему опыту, я бываю часто в общинах, я вижу проблемы общин. И очень часто люди, стоящие во главе, руководители, я уже перечислил их, то, что называется, говорят «Лола Шамашамаем», не во имя небес. Очень часто можно встретить амбициозных руководителей, как раввинов, так и председателей. Очень часто можно видеть людей прагматичных, в материальном смысле этого слова. Очень часто можно увидеть людей деспотичных. И наши комментаторы говорят, тоже имея тот же самый опыт, это везде бывает, и в ешивах, и в синагогах. И они говорят, это имена народа, все имена всего народа, из которого состоит народ все 12 колен. Это для того, чтобы священник помнил, для кого он работает. Между кем и кем. Не он главный, а он посредник. Он лучше знает, как и что нужно делать, потому что у него справочник всегда под рукой, я имею в виду Тора, имеется в виду, в которой написано жертвоприношение. Но смысл, самый главный, он за народ, он жертвы приносит за народ. Да, Он, это абсолютная правда. Это вот, абсолютная правда. Но для меня вот этот момент никогда не был даже вопросом, понимаете, что первосвященник – это именно посредник между Всевышним и народом. И да, народ тоже вот в виде этих самых имен тоже представлен как бы, что он посредник для всего народа, не для какой-то его части. Вот это очень, это да. спасибо большое, это замечательно. Очень хорошо. Что вы Мало того, сказали. Да. здесь тоже это написано, что у него табличка на шнурке, на синем шнурке, табличка металлическая. У него на лбу, на которой написано «Кодеш Ладанай». С одной стороны, он вроде как для народа делает что-то, а с другой стороны, он свят для Всевышнего, он свят. Но в отличие от других религий, кодыш в еврейской религии, в иудаизме, имеет очень специфическое значение. Это не столько святость такая, связанная с небесами и небожительством, сколько кодыш можно перевести как особый, не похожий на других, избранный, предназначенный. И в данном случае священник действительно, вот народ, из народа выбирается, из одной фамилии Левия, из колена Аарона выбирается человек для служения этому народу, хотя он Кодеш Ладана, имеется в виду, что он выбран вот эту связь тонкую между народом и Да. Богом поддерживать. Он знаток своего дела, он знает порядок, как нужно приносить жертвоприношение, что, зачем и как называется эта жертва. Он руководитель, но он избран для Бога, и в то же время он представитель народа. Но вот эта избранность, выбранность могут другого взять.
очень часто бывает, я говорю, я исхожу из своего опыта, очень часто бывает, когда председатели раввин вдруг чувствуют себя единственно правильными. Их мнение единственно правильное. И то, что говорят те, кто приходит в синагогу, его мало интересует. У него свои какие-то отношения. Он отделяет себя от народа. Но на самом деле можно выбрать и другого, и Всевышний выбрать другого, и люди могут выбрать другого. Он всегда должен это помнить, а люди часто не помнят. И это большая проблема во многих общинах. Камнем Это, стоит такой диктатор, который, это, который считает, что он прав, и забывает и о том, что он посвящен это, религиозной деятельности, и кого он представляет. Это главное. Ну, в общем, это вы это очень хорошо. я всегда, это знаете, как называю, я еще там с молодых лет это помню, вождизм. Вождизм. Вот к сожалению, там у ряда людей и раввинов это бывает, и у, так сказать, людей, там, ну, я не знаю их должности, я сейчас не вспомню, так сказать, но вот этот вождизм всегда, ну, не всегда встречался, так сказать. Вот я говорю, это наше счастье, что у нас в общинах такого вождизма нет. Это Слава Богу. Слава очень. Богу. Да. Ну, мы возвращаемся к камням. Камни – это напоминалочка, как и многие предметы, которыми мы с вами пользуемся, это напоминалочки о том, что важно, что не важно. Мы проходим мимо дверей, каждый раз входя в свой дом, мы касаемся мезузы, смотрим на нее, и самое главное, что в мезузе – это то, что там написано. То есть в нашей суете мы каждый раз себе напоминаем Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, у нас один Бог. Ага, надо все время себе напоминать. И вот у священника была напоминалочка для людей, для всех 12 колен. Вот для чего ты здесь находишься. Ну, в общем, хорошо. По поводу ритуала, по поводу, вот это второй вопрос, по поводу того, почему так подробно описана последовательность «принеси быка». Сначала одень, потом принеси быка, потом принеси барана и возложи руки на него. Это обряд очищения, то есть для того, чтобы заниматься ритуальной деятельностью, храмовой ритуальной деятельностью, человек должен быть и, соответственно, одет, и он должен внутренне, он внешне это делает, это визуализация, но он и внутренне очищается, потому что он должен отрешиться немножечко от своих забот, а у него семья, от своих финансовых проблем, а у него иногда бывает недостаточно еды, предположим, или недостаточно одежды. Ну, не все израильтяне приносили, иногда не приносили десятину, наши пророки об этом говорят. Поэтому он в этот момент должен отрешиться и сказать, не это меня интересует, а меня интересует вот ритуально стать чистым – это сосредоточиться на том, что важно. Но вот здесь я как раз и хотел подчеркнуть, что да, но при этом, понимаете, вот скажем, возьми барана без порока, да, понимаете, это же тоже вот как с рыжей коровой, если вы помните, мы это обсуждали, значит, это же тоже, понимаете, вот мы должны с вами представим себе, что мы живем там, да, рядом живем. И вот этот баран без порока, мы должны его выбрать, принести, понимаете? А вот этот с пороком, а этот без порока, а может и тоже с пороком. Понимаете, это и создает единение с одной стороны, а с другой стороны, вот я, например, совершенно уверен, что народ уже в те годы задумывался, как вывести, например, так сказать, породу без порока. Значит, если, условно говоря, баран и самочка, так сказать, с пороком, то там, детеныш будет с пороком, понимаете, ягненочек.
Значит, уже надо думать о том, что... То есть это вот, понимаете, это медленное в пределах, 4000 лет, естественно, понимаете, подталкивание к тому, что ты должен знать, знание нужно. Вот, да, извините, я вас прервал. Нет, нет, это все в одну тему. Это все в одну тему. И ам, а, знание в тонкостях, понимание в тонкостях, это задача священников и левитов, потому что любое небрежение, то есть забыл что-то. Не бывает такого человека, который занимается такой серьезной деятельностью, не бывает слова «забыл». Ой, выскочило из головы что-то, ой, сделал что-то в другом порядке. Это еще и дисциплина, и а, очень большая дисциплина. Очень. Дисциплина, как мы говорили, дисциплина тела. То есть ты должен двигаться в определенном направлении, в определенное время, с определенным, так сказать, амплитудой в том числе. Это дисциплина ума. Ты должен постоянно напоминать себе. То есть надо читать все время, чтобы не забыть Но, это. Ребя, я А, еще здесь хочу сказать, что и прихожане могли быть, которые интересуются все это очень хорошо изучить, понимаете, и они тоже же, они отслеживали же этот процесс. Идею. До сегодняшнего дня. Что мы с вами делаем, когда человек выходит читать Тору? Мы берем хумаш в руки, мы берем книжечку и начинаем следить. И если он ошибся, из зала может прозвучать голос. Тут не такая голосовка или тут другая буква. Надо бы «гей», а ты произнес как «х». То есть мы смотрим на него, он нас не боится, он сам боится читать, он сам боится что-то, Да, вот. да. Но мы ему помогаем в данном случае, чтобы он не допустил ошибку, в данном случае помогаем. И те люди, которые присутствовали при жертвоприношениях, в том числе могли следить, они тоже действительно могли знать, особенно времена второго храма, когда мы все уже подробно читали Тору, в этот момент они могли знать, и хас халила, не дай бог, ошибся, конечно, священник или левит неправильно там что-то сделал, когда ведро там с кровью переносил к жертвеннику, вот мог вот такой доброжелательный оклик сказать: слушай, нет, сначала это, а потом вот. Да, действительно, это побуждало весь народ, если я хочу участвовать, если я хочу понимать, что происходит, я должен знать, как это делается. Это не обязательно, это не моя профессия. У него профессия, он отвечает за нее, но я могу ему помочь. Ну да, и тут есть еще один момент. Если это не ваша, условно говоря, профессия, но вы знаете, то я рядом стоящий с вами после этого тоже хочу знать. Почему? Потому что Да, вот не выглядеть таким самое, глупым, как бы, да? Вот рядом со мной человек знает, а я тоже хочу знать. И это и побуждает нас всех вместе учиться, понимаете? Вот оно, конечно. да. Как мы говорим, каждый еврей в ответе за другого Да. еврея. Поэтому, да, мы присматриваем, в том числе, доброжелательно, мы присматриваем за Доброжелательно, конечно. священником, да, и мы, так сказать, присматриваем друг за другом. Если человек совсем ничего не понимает, мы ему помогаем. Мы ему помогаем. И он становится, мы его стимулируем учиться. Это правда. Это правда. Ну и вот я хочу сказать, что вот эти вещи на самом деле, об этом здесь прямо же не написано ничего, но эти вещи именно мощнейший стимул к обучению, понимаете, Да, мощнейший. И потом понятно, что если это мы, условно говоря, делаем, в конце концов, жертвоприношения не делались каждые 2 дня, да,
И народ приходил не каждые 2 дня. Но если он приходит и понимает, то этому надо учиться, это надо Ну да, запоминать, ну это да. надо осознавать прежде всего. Да. Нет, жертвоприношения были каждый день, но Нет, человек приходил конечно. редко, да. Да, Человек приходил человек, я редко. имею в виду, естественно, Если он жертвоприношение. хочет там шлема принести, например, или хатат, то в этот момент он должен понимать, что он должен знать, как это будет и что Да, произойдет, и понимать глубокий смысл этого, да, что вот жертва ушла наверх, а мог уйти я. Вот это вместо меня. То есть он еще и осознавать все это должен. Но это то, что стимулировало всю жизнь, всю нашу историю стимулировало и еврейский народ к образованию вообще, да, и в да, частности, конечно, изучению Торы. совершенно верно. Хорошо. Спасибо большое за ваше наблюдение, спасибо большое за ваше внимание к тексту. Вам Спасибо спасибо, Ребе, за за сегодняшнюю такой встречу. комментарий такой, очень интересный, да, спасибо. До следующей главы.